Добрый день, дорогие пекари! Задавали мне вопросы, как формовать хлеб для того, чтобы его затем растаивать и выпекать в форме. Вроде бы вопрос несложный, но формовки могут быть разные, и сегодня я решила вам показать один из вариантов. Здесь у меня тесто, для которого я уже сделала предформовку. Предформовка делается для того, чтобы придать однородность тестовой заготовки, чтобы в ней не было каких-то мест, где толще тесто, где тоньше, и чтобы у нас одинаковое было натяжение по всему объему нашего теста. После того, как сделали предформовку округления, можно приступать к формовке. Берем немного муки, припыляем поверхность. При формовке важно не путать верх и низ теста. Верх у нас должен оставаться верхом, и в форме он будет верхом, а низ должен оставаться низом. Формуем мы его наоборот, переворачивая тесто. Подхватываем тесто. Если оно прилипло, берете скребочек и аккуратно скребочком отделяете, чтобы не рвать и не тянуть тесто лишний раз. Чуть-чуть муки на поверхность, просто чтобы не прилипало. Много муки не надо. Лишнюю стряхиваем. Мука не должна попадать вовнутрь. Дальше нужно сделать из теста пласт, у которого ширина будет плюс-минус сравнима с длиной нашей формы. Не нужно растягивать в огромный пласт, вы не будете потом знать, как его форму уместить. То есть мы расплющиваем тесто в пласт, еще раз, по сути, дегазируем. Хотя здесь у меня и так уже пузыри ушли. Если крупные пузыри видите, лопаете. Напоминаю, что тесто у нас должно быть однородным. Дегазировали. Растянули в пласт одинаковой толщины. Важно, чтобы толщина была одинаковая и плюс-минус какой-то правильной формы. Не совсем правильно. Сейчас поправим. Все, сделали. Сейчас я вам покажу один из вариантов формовки. Их может быть много разных. Делаем продолговатую формовку. Берем вот так вот два уголка и складываем треугольничком. Берем с этой стороны два уголка и складываем треугольничком напротив. Получили такой ромб. Берем от себя и начинаем закручивать. Закрутили. Собственно, все. Мы получили продолговатую заготовку с ровным красивым верхом. Ставим форму. Видим, что чуть длиннее. Вот эти хвостики вот так чуть-чуть подворачиваем внутрь. Видите, какой ровный и красивый. И укладываем в форму. Что мы получили в результате? Получился ровный хлеб с ровной поверхностью, не сморщенной, не съеженной. То есть мы не сжимали тесто при укладке. И получился он равномерной толщины. Чуть-чуть выше в центре, чуть-чуть ниже по бокам. И когда он поднимется, он также у нас будет красивым куполом. Вот, собственно, и вся формовка. Дальше тесту нужно дать расстойку, чтобы оно поднялось, и выпекать. На этом все. Подписывайтесь на мои ресурсы, на Telegram, на Дзен. Мы будем с вами общаться на всех площадках, не терять связь. Давайте продолжать печь и испечем еще много всего интересного.